Всех приветствую, Сид в эфире, и мы продолжаем ремонт плоскошлифовального станка 3G71M. Поделаем станок, а потом немного посталкерим в окрестностях нашей мастерской. Приятного всем просмотра. Итак, я снял бесконтактный датчик БВК с продольного реверса стола. Таким образом, отключены все электрические части, и можно снять вот эту главную клеммную коробку по схеме КЛ7. Сделано все по-советски, мощно, из чугуна и стали. Не хватает еще крышки и одного разъема, типа HR20, который идет на магнитную плиту. Какой кошмар. На станке еще не хватает точно такого же датчика на поперечной подаче. Вот сейчас ищу его в продаже. И хотя цена ему 100 рублей, но на директ-лоте просят за него 300-350. Вот считайте с почтой опять 500-600 рублей. Начал специально, регулярно фотографировать или записывать на камеру вот эти вот клеммники, да, с распайкой проводов, с распиновкой. Обязательно протягивать вот эти винты на клеммах, потому что провода оттуда просто выпадают. И вот проводок выпал, и потом просто теряешь там полчаса или час, пока найдешь его на схеме и прицепишь обратно. В принципе, провода подписаны, на них кембрик, да, с маркировкой, но все стерто, вообще ничего не понять. Заказал вот еще кабельные маркеры, тоже будем менять маркировку. А тут, ребята, смотрите, какая беда. Это, короче, земляной провод, желтый, да, вот этот расплавился. Но не совсем сгорел, а изоляция поплавилась, и он спекся, сплавился с другими проводами. Причем по всей длине в металлорукаве, а металлорукав не разобрать без распайки разъемов. Это, я как понимаю, защитное заземление, да, ну, оно идет там на двигатели, оно не рабочее, но в случае пробоя изоляции, да, оно защищает как бы остальное оборудование. Но сделано неправильно, во-первых, схемотехнически, потому что по-хорошему либо должен быть такой провод на каждый электромотор, да, идти, или большего сечения. Ну, вот у них тут какая-то беда произошла, все-таки шпиндельный мотор, по-моему, сгорал, а в электрошкафу по-любому вместо нормальных предохранителей там стоят жучки. Мы это потом проверим. И вот от перегрузки провод нагрелся и расплавился. Но как ни странно, пробоя не произошло. Я и цешкой мерил, и мегометром. Ни с металлорукавом, ни с другими проводами контакта нет. Поэтому я его оставил. Ну вот, пришли наконец подшипники на червячный редуктор вертикальной подачи. Давайте посмотрим, как он собирается. Я сам стараюсь и другим советую не собирать все с молотка, а пользоваться прессом. Смазку заложим вот такую модную, с дисульфидом молибдена, а по идее это обычно литол с добавками. Не такая красивая, как другие разноцветные, зато эффективная. Ну вон, смотрите, что пишут: антикоррозийные добавки, предотвращают образование ржавчины и подходят для шариковых и роликовых подшипников. Червячное колесо лучше установить в то же самое положение, в котором оно было до разборки. То есть отметить верхнюю сторону и не переворачивать его. Ну, во-первых, оно могло быть нарезано немного несимметрично, а во-вторых, оно уже приработалось. Заменил войлочные уплотнители. С манжетами заморачиваться не стал.
Заднюю крышку сначала устанавливаем без смазки, измерим люфт червяка, а затем решим, как его уменьшить. Подшипники стоят упорные. Есть версия, что это сделано для того, чтобы создать натяг, то есть чтобы он вращался без люфта. Если вы успели заметить, то люфт выбирается шлифованной шайбой. Подбирая ее толщину, можно создавать либо натяг, либо зазор. Я решил натяг не делать, просто устраним вот этот люфт 0,2. Чтобы не точить, не шлифовать новую шайбу, проще всего это сделать, проточив крышку и создав тем самым буртик. От души закладываем смазку в этот редуктор, чтобы ее хватило до следующей разборки. А следующая разборка нам понадобится, потому что самые внимательные заметили, что гайку я оставил старую, изношенную, а замена ее или нарезание новой в планы этого ремонта пока не входит. Есть такое предположение, что точность станка практически не зависит от точности гайки, а только от точности винта. Но мы это проверим на практике, когда запустим данный станок. Вот редуктор готов, а мы переходим к более серьезным вещам. Готовимся снимать механизм подач, или фартук, или передняя панель, кто как называет. Отключаем все. Вот этот гидрораспределитель или гидроклапан. Здесь нужно открутить вот эти трубки либо от самого лопастного гидроцилиндра, либо от того же гидроклапана. Механизм подач выдергивается со всей вот этой требухой. Ребенок выходил тяжело, так что показывать не буду этот позор. Там он застрял на штифтах, потом зацепились провода и из-за моей невнимательности оборвали еще гидравлическую трубку. Тут все как обычно, грязище, масло везде. Подбираемся к главной гидропанели, там, говорят, какой-то фильтр еще стоит. Ну, пока не до него, потом снимем крышку, посмотрим. Вот, короче, это трубка, которую оторвали. Я ее сначала открутил, а потом, думаю, наживлю, и забыл. И потянули, короче, вместе с ней. Весь этот блок тяжелый, где-то килограмм 60-70, ну, вытаскивали вдвоем. То есть, а когда вытащишь его обратно, уже не поставишь. Вот это вал поперечки. Вот видите, эти пластины ломаются, и это уже сделано самодельное. Концы вала на всякий случай отметим, вот такой запилом, зарубкой. Сейчас снимаем винт.
Кто смотрел сериал сначала, должны, наверное, помнить, что вот этот винт поперечки был гнутый и бил. Сейчас определяем, в котором месте он изогнут. Править будем его здесь же в станке, но не трубой, да, чтобы не отломить этот конец, а с помощью того же станка поперечной подачей. И контролировать перемещение по индикатору. Съемка не получилась, но, может быть, что-нибудь увидите. Итак, бьет вот этот конец. Как он внутри загнулся, непонятно, но тем не менее, между подшипниками. Вот покажи биение. Миллиметр 36 соток. Ну, 1,4, короче, миллиметра бьет. Так, миллиметр. 1,5. Хорош. О. 7 соток. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! Вон, смотрите, как сделано. Крышку открываешь, и там сопли. Вот везде, в каждом узле, пугающий колхоз. А это для тех, кто любит мне советовать ставить всякие самодельные крыльчатки из жести. Вот так вот открутилось, и мотор давно уже работает без нее. В принципе, я и заводскую туда ставить не буду, потому что двигатель работает в кратковременном режиме, греться он не будет. У второго двигателя крыльчатка на месте. По станку пока все, а кто хочет, может присоединиться к нам в поисках улетевшего квадрокоптера и немного посталкерить. Все как в добрые советские времена. Колючая проволока, как зоночка, да? Фига себе, смотри, это же ящики или кровать.
Вот сталкерство-то уже с помощью трактора делается. Сталкер на экскаваторе. Ёпарас. Вон кабинка сигнала. Ковш смерти. Знаешь, что это такой артефакт в зоне отчуждения? Ну, который это адский, радиоактивный. А люди там фотографируются, садятся на него там всякое. А он фонит там как это.